Делаем интерактивные прототипы. Допустим, у нас есть какой-то экран, он появляется, и можно добавить простую анимацию. Например, нажимаем на иконку стрелки рядом с домом. Вот здесь. Попадаем на другой экран. Важно не заморачиваться с смарт-анимациями. Почему? Потому что в реальных приложениях они не работают так, как мы хотим. Особенно при переходах. Может тормозить или выглядеть странно. Так что делаем просто. Я обычно ставлю слайд in при переходе, слайд out для выхода назад. Все, работает стабильно и понятно. Если у нас поп-ап, тут как с фильтром, лучше вынести его отдельно. Нажимаем на иконку фильтра, настраиваем как оверлей. Тут важно выбрать, откуда он появляется. Обычно я делаю снизу вверх, это логичнее. Задний фон, бэкграунд затемняем. Я ставлю где-то 60 прозрачности, чтобы не мешало, но все было видно. Не забываем настроить закрытие поп-апа. Тоже ставим слайд out, чтобы красиво исчезал. И все работает.